Welcome, дорогие зрители, на моей кухне. Место, где единственный намек на вкус присутствует лишь на моих языковых рецепторах. Честно, до последнего момента меня устраивал этот унылый рататуйский обитель, пока однажды мой желудок окончательно решил сдохнуть. С тех пор начал лично вкусненько готовить, проводя на кухне больше времени, чем в ТикТоке, и вместе с этим наступил жесткий дебаф в виде неустойчивой менталки и депрессии в 0 лет. Потому что когда кухня без вытяжки, с затертыми стенами, кривыми шкафами и тоской по углам, готовить настоящая пытка. Так что, долго не думая, я решил, пора проделать свои руки и сделать ремонт. Правда, бюджет на донышке, знания довольно-таки поверхностные, но зато энтузиазма, ё-моё, больше, чем у эскортницы в первый рабочий день в Дубае. Поэтому берите чаек, вкусняшки, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем эпопею, как за чеканную монету красивую кухню сделать. Погнали! С чего бы начать в комнате, где не нравится все? Конечно, с потолка. Карниз скинуть, раз плюнуть. С багетами уже чуть веселее. Отклеить старые – это полдела. А вот соскоблить остатки клея и выровнять неровности, короче, довольно пыльная работенка. Зато не нужно как в студии шпаклевать и зашкуривать, это я ненавижу. Но глубоко вдохнул, загрунтовал место под новые багеты и можно двигаться дальше. Клей нанес, багеты приклеил, щелочки замазал. Получилось, в общем, как получилось. Обошлись багеты в 10 баксов. Клей, как и моральная поддержка, из старых запасов. Пока багеты высыхают, думаю насчет перепланировки. Начинаю переставлять мебель. И получается, что ящики в утиль, холодильник в угол, а верхний шкаф на свалку истории. Там уже будет вытяжка. Клей схватился, я нанюхался, значит, пора красить. Потолок и багеты загрунтованы. Универсальный грунт взял из моих балконных запасов. Да, балкон у меня личный строительный супермаркет. К слову, чуть ранее в квартире был жесткий ремонт, на фоне которого моя кухонная переделка чисто ребеночек решил побаловаться. Поэтому, если какие-то материалы не включил в бюджет, значит они у меня уже были. Пока грунт сохнет, шпаклюю отверстия под карниз, потому что старые страшно расшатанные, да и карниз с плотными шторами держался хуже, чем мотивация начать новую жизнь с понедельника. Переходим к первому слою краски, остальные оставлю за кадром. Процесс скучный, полный вода, эмульсионной краской, как ролики одного крашеного автоблогера. Потратил в общем $60 на краску. И еще столько же на всякую мелочь и расходники, типа валики, тазы, шпатели и наждачка. Следующая операция под кодовым названием «Шкафы». Эти ветераны кухни повидали многое. От заваренных макарон до Сквидварда масла на сковородке. Снимаю их со стен и разбираю по запчастям. Первым делом очистка и обезжиривание. Потом грунт и покраска в 2-3 слоя. Вот вам супер-пупер лайфхак с мусорным пакетом, чтобы тазик не испачкать. Цвет выбрал светло-серый. И модно, и практично, и серые оттенки, как известно, скрывают не только жирные пятна, но и следы былых ошибок. Пока краска сохнет, а она сохнет медленно, когда блогера 3G. Короче, заделаю дыры от креплений, шлифую и медитирую над тем, что дальше делать. Спойлер, ужас только начинается. Когда шкафы отодвинуты, открывается картина «Один из нас. Начало эпидемии». За кадром еще сгнивший шланг лопнул, устроив мне всемирный потоп. Так что откуда тут такой очаг кардицепса, готового заразить весь мир, вполне понятно. Гнилые трубы, крошки бетона, дыры от старых коммуникаций, все как по учебнику. Учебник долбоеба. Короче, убираю старый бортик из плитки, который был, скорее всего, символом отчаяния, нежели чем декора. Нашел еще остатки плиточного клея на балконе и подлатал проблемные места. Ну и само собой, стену потом грунтую, шпаклюю и после шлифую. Теперь можно убраться. К сожалению, на кухне не из этой хаты. И красить стены я буду тоже в белый. Визуально больше света, визуально больше пространства и визуально, просто красиво, без необходимости подбирать цвет. Кисточкой нужно начать покраску в труднодоступных местах. А при использовании валика важно не допустить появления линий на стене. Это вообще-то ни черта не просто, много еще зависит от типа краски, но техника у меня следующая. Сначала хорошо растягиваю краску по стене небольшим участком, а после провожу валиком сверху вниз. С каждым движением проходя как бы внахлёст по краю предыдущей дорожки. Ну и сейчас идет где-то 5-я минута видео, а я уже ужасно устал. Зато какие ослепительные стены вышли, прям как Белоснежка. Блять. После покраски стен меня начала смущать плитка на стене. Выглядела уставшей, в основном из-за убитых швов. Решил впервые попробовать затирку. Задирство. Буллинг, короче. Купил белую затирку за 13 баксов, резиновый шпатель и губку. Сначала мокрой тряпкой почистил швы, затем готовой затиркой наполнил швы. Кстати, такой довольно-таки медитативный процессик. А потом через минут 20 губкой и чистой водичкой строго поперек швов чуть их углублять.
углу, блять. С электрикой у меня был отдельный квест. Старые розетки были, мягко говоря, уставшие от жизни, а их расположение как будто их ставили вслепую. Один подрозетник круглый, другой квадратный, один выше, другой ниже. В общем, вся геометрия пошла по одному причинному месту моей... ну вы поняли. Немного покрутил, повертел, туда-сюда сделал, и розетки в итоге более-менее успешно встали. Пришло время ставить верхние шкафы обратно. И я, как человек с минимальными знаниями в ремонте, и уж тем более в правильной сборке и установке мебели, задался вопросом, а какого черта мебель была так криво собрана? Да еще верхние шкафы расположены на плитке, вроде как по логике должны стоять выше нее, и почему-то между стеной и шкафом образовалось пространство, которое уже никак практично не использовать. Догадка у меня лишь одна. Автор этого произведения использовал специальный учебник по ремонту, чье название представлено в этом видео по этому тайм-коду. Короче, пришлось чуть-чуть подрезать шкафчик под газовый счетчик. Чье расположение, кстати, мое почтение. Затонировал стекла, чтобы его хоть как-то спрятать. И вышло, кстати, красиво, даже с учетом вот этой щели. Ручки мебели я обновил баллончиком. Грунтом пшик-пшикнул, после лаком и готово. Настало время опуститься на дно, буквально. Нижние шкафы были в таком состоянии, будто из болота Шрека. Разбухшие, перекошенные, и, честно говоря, они выглядели хуже месяца февраль. Ненавижу, блять, февраль. Полностью выбрасывать не хотелось, бюджет, сами понимаете. Поэтому нужно провести хирургическое вмешательство. Измеряю, черчу, потому что малость черт, и ампутирую ножичку. И еще отрезал дополнительные опоры для раковины, а то она люто флексит. Ну и уже по старой доброй классике все это нужно хорошо отмыть, загрунтовать, а после бесконечно долго красить. Шкафчики, получаются, остались без ножек, поэтому прикупил на Алиэкспрессе регулируемые. Удобно, практично и главное, теперь столешница будет выше. К слову о столешнице. Очевидно, этой штуке пора на покой. Да и раковина когда-то чуть не довела меня до дарвинской номинации. Острая штучка. Поэтому так называемые олды канала вспомнят мое старое рабочее место. Та столешница из шпона ореха стоит уже больше года без дела. И тут тяжело не приложить письку к носу и понять, что пахнет стилем и малость потными, неважно. Раковину купил самую дешевую по соотношению цена-качество. Она небольшая, но главное глубже старой, в которой едва 2 тарелки помещались. Важно тут с измерениями не напортачить, чтобы все потом зашло как надо. Но одно дело замерить, а другое ровно отпилить лобзиком. Моей траектории пьяного комара в турбулентности никто не позавидовал бы. Поэтому немного шлифовки, масла в 2 слоя, и вуаля, из серой мышки столешница превратилась в золушку. Ну или в этом случае все-таки подойдет Белоснежка. Пока масло высыхает, есть время установить... Ой, нет, это пока рано. Вот эту штуку. Сушилку для посуды с Алиэкспресса. Качество изделия, конечно, на уровне китайского автопрома, но свою задачу она выполняет, с нюансами. Столешница выглядит айка классно, и чтобы в будущем от влаги она не набухала, то есть разбухала, в планах набухаться только у меня, неплохо бы каким-нибудь герметиком отрез заделать. И после высыхания установить раковину. К ней я сразу же прикрутил старый смеситель, новый купить что-то жаба задушила, ну и справедливости ради и хороший смеситель стоит в разы дороже самой раковины. А старый чё, разобрал, почистил, поменял прокладочки и приклеил обратно ручку. И все, как новенький. Далее установил сифон. Вот, пожалуйста, не смейтесь, но я только в свои 22 года узнал, что это важная часть слива канализации. И видели бы вы мое табло, когда мне батя объяснил, почему у меня на кухне не первый год канализации воняет. Просто этого сифона и, соответственно, гидрозатвора у моей раковины никогда и не было. Ну, что ж, бывает, я лишь скромно предложу узнать, кто это сделал, перевернуть все вверх дном и наказать этих мразей. Старые гибкие шланги, которые лопнули, пришлось заменить на новые. Серьезно, это самые длинные, которые я смог найти в магазине сантехники. Но даже их длины не хватило. Пришлось, к сожалению, делать техническую дырочку. Возвращаемся к пыльной работенке. Нужно просверлить стены под карниз и вытяжку. Под нее, к счастью или к сожалению, дыра в стене уже была. Вытяжка вместе с вентиляционными трубами обошлись в $130. Причем я умудрился накосячить уже на старте. Сделал отверстие выше, чем нужно. И только потом дошло, у меня ведь наклонная вытяжка, а они по уму ставятся ниже обычных, где-то сантиметров 55 от плиты. Ну что сказать, мудрость приходит со шкуркой на коленках. Женщина старейшей профессии. Вентиляционный короб у меня вышел довольно угловатым. Это минусы, которые съедают мощность вытяжки и добавляют шум. В идеале, если бы дыра была чуть левее, то обошелся бы одним лишь вот этим углом. Но ничего, вытяжка справляется. Главное теперь в будущем установить обратный клапан, чтобы кухня зимой не превращалась в морозилку. Переходим к завершающим работам. Надо установить карниз, плафон, который перекочевал из студии, и навести марафет в левой части кухни. Также надо затереть швы на полу, там ситуация похуже. Грязь, трещины, сквозняки. Прямые ворота для муравьев весной. Так что вперед, на колени на колени.
можно заняться долгожданным моментом, установить столешницу на место, подключить воду и помыть гору посуды, которая за все это время накопилась. Эх, и что таить, хотелось бы поставить себе красивую индукционку и огромную встроенную духовку, но реальность — это старая советская плита, которая по возрасту старше меня лет на 20. Ну что ж, достаем щетки, перчатки и в бой. Думаю, никто никогда в жизни так тщательно ее не чистил. Холодильник заодно тоже почистил и вернул на его почетное место. Финальный аккорд — это установка дверок и ручек на шкафы. Честно сказать, такой ровной настройки дверей эта мебель в жизни не видела. И на этой четкой ноте левая сторона кухни фактически закончена. Но выдыхать пока рано. Так как от старых ящиков я избавился, то необходимость в них никуда не пропала. Икеевская тумбочка Алекс пошла в ход. Покрасил лишь корпус, чтобы он соответствовал стилю кухни. Ну и установил ножки. Но это так, приключения на 20 минут. Тот самый лютый челлендж, тот самый босс-вертолет, пулемет, я его урод, дверь. И поверьте, я знаю, о чем я говорю. 3 такие двери у меня на счету. Во-первых, все нужно почистить. Потом наклеить скотч, чтобы не испачкать стекло. Загрунтовать, а потом нанести еще слоев 5 краски. С учетом того, что поверхность неровная, а в придачу еще наличники и коробка. Чтобы по итогу понять, что одна сторона двери дает желтизну. И то непонятно, либо затупил с типом краски, или нанес меньше слоев, чем нужно было. Утешает лишь то, что дверь кухни в целом всегда открыта, поэтому эту сторону в принципе не видно. Ну что, перейдем к более приятным вещам. Первым делом захотелось полочек на стену, потому что просто белая стена смотрится уныло, примерно как и моя жизнь. Заодно установил плинтус там, где снял плитку. На балконе у меня залежи этого добра, так что обошелся без доп. Расходов. И выглядит даже лучше, чем раньше. Ну и так как пыльной работы больше нет, можно заняться швами оставшейся плитки. И вот момент, которого я ждал целый месяц. Впервые за долгое время на кухне появилось солнышко. Установил также шторы, и комната сразу стала уютнее. А к уюту также хорошо поправляет теплая подсветка, да еще с датчиком движения. Идея клевая, реализация, правда, шляпа. Конкретно эта подсветка на батарейках держит дня 3, что как бы мало, я просто задрался их заряжать. Оу, и да, вот такие прикольные баночки под специи купил, ну это же имба, радость для души маленькой поваресы внутри меня. Что еще по функциональному декору? У двери установил небольшой стопор с магнитом, держатель для бумажных полотенец, магнитный держатель под мою коллекцию ножей, и вот еще такую хреновину собрал, чтобы поставить на ящики, а на ней уже положить микроволновку, духовку, тостер и чайник. Качество, кстати, херня полнейшая. Этот компримат со временем от температуры духовки провис. Наверное, можно его перевернуть, чтобы провисло в другую сторону и вот так по кругу. Ну и еще всякие разные приколюхи с Алика заказал. Все это мелочи, ведь какая кухня без стола и стульев? Тут я уж подумал, что хотя бы раз в жизни фартануло, урвав стол по скидке всего лишь за 55 баксов, но за такой ценой скрывалась подлянка. Час ломал голову, как собрать этот стол, правда думая, что это я тупой и не могу просто стол собрать. После догнал, что эти черти не там, где нужно отверстие сделали, из-за чего физически этот стол собрать не получалось. Хорошо хотя бы я смог отверстие там, где нужно сделать. И в итоге получилось собрать даже на 2 болта вместо одного. Благо со сборкой стульев таких проблем не возникло. Для полного уюта добавил, конечно, и ковер, чтобы хоть как-то скрасить печальный цвет плитки и убрать холод от пола. Правда, этот ковер, похоже, нравится только мне одному. И всем почему-то кажется, что он грязный. Что ж, ладно, я уважаю ваше неправильное мнение. Но он из химчистки, он чистый. И оказывается, чистка ковра это вообще недорого. Например, чистка каких-нибудь кроссовок или пальто как минимум в 2 раза дороже. И вот, наконец, кухня обрела свой новый вид. Давайте посмотрим, что по итогу вышло. Сказать, что я доволен, это ничего не сказать. Конечно, до кухни мечты еще как до Китая раком, но результат правда радует. Теперь мне приятно готовить, бодро начинать свой день, кушая за столом, а не у компа. Или по вечерам в теплом свете ламп сидеть за ноутбуком и что-то там строчить. Бюджет всей эпопеи около 800 баксов, из которых основная часть ушла на всякие товары с маркетплейсов. Смету и ссылки на полезные штуки из этого видео я оставлю в своем телеграм-канале. Спасибо вам за просмотр, обязательно напишите в комментариях везде, где я накосячил, ну и от доброго словечка тоже не откажусь. Лайк, подписка, растет пиписька. Дополнительный эксклюзивный контент можете увидеть на моем бусте. Ждите что-то схожее, но уже про мою геймерскую комнату. А пока что не проводите время зря. Всем вам удачи и пока.